Всем привет! Сегодня я для вас хочу приготовить очень вкусный салат из огурцов на зиму по-грузински. Почему именно по-грузински, я, честно говоря, не знаю, так как родина пажитника, из которого делаются такие приправы, как уцхо-сунели и хмели-сунели, у нас и Армения, и Абхазия, и Ирак, и Иран даже. В этом рецепте я буду использовать не только хмели-сунели, а и уцхо-сунели, потому что некоторые производители хмели-сунели делают эту приправу из стеблей пажитника, а уцхо-сунели у нас делают только из семян пажитника. А это абсолютно разные нотки вкуса. И, конечно, я внес свои изменения в этот рецепт, для того, чтобы он был вкуснее. Все ингредиенты этого рецепта, естественно, мы тщательно моем и начинаем измельчать. Я уже, как видите, измельчил томаты. Чистый вес томатов у меня в этом рецепте составил ровно 1,5 килограмма, то есть без плодоножек. Также я в этом рецепте буду использовать болгарский перец. Это моя добавка. Сладкий болгарский перец я использую здесь ровно 300 грамм. Тоже уже в очищенном весе. Вообще все ингредиенты в этом рецепте я буду давать только уже в очищенном виде. Также в этом рецепте я буду использовать один острый перец. Как вы все видите, я все это измельчаю с помощью блендера. Для того, чтобы у нас этот рецепт заиграл очень вкусными нотками, обязательно добавим сюда чеснок. Чеснока в этом рецепте я использую 150 грамм и измельчаю тоже с помощью блендера. Для приготовления этого рецепта я буду использовать 7-литровую кастрюлю. Теперь сюда отправляем измельченные томаты, перец болгарский и острый перец. Чеснок добавляем в конце рецепта. Теперь начинаем добавлять сюда специи. Из специй я буду добавлять сюда, естественно, уцхо-сунели. Уцхо-сунели я буду сюда добавлять ровно пол чайной ложки. И вот так вот равномерно рассыпаем по поверхности. Теперь также в этот рецепт я буду добавлять хмели-сунели. Объяснял, почему в начале видео. Добавляем также сюда пол чайной ложки хмели-сунели. Кстати, в состав хмели-сунели входят и другие приправы. Также в этот рецепт я добавлю обязательно корицу. Огурцы очень любят корицу. Если кто-то не любит эту приправу, пожалуйста, можете пропустить этот шаг. И добавим сюда обязательно кориандр молотый. Добавляю я кориандра ровно 1 чайную ложку. Теперь нам понадобятся еще следующие ингредиенты. Добавляю сюда 6-7 штучек душистого перца горошком. И обязательно добавим перец горошком черный, буквально 10-15 штук. Также не забываем добавить в этот рецепт сахар и соль. Без этого, конечно, никакого салата у нас не получится. Сахара в этом рецепте я буду использовать в начальном этапе 150 грамм. Потом уже попробуйте по вкусу и добавите. Также я сюда добавляю 2 столовые ложки без горки соли. Соль используем, конечно же, специальную для консервации. И также я сюда добавляю 125 мл растительного масла. Можно использовать как с запахом, так и без запаха. И все, отправляем эту кастрюлю на огонь и доводим все это до кипения. Не забываем все перемешать. Пока у нас закипает первая часть нашего рецепта, так скажем, я подготовлю огурцы. Для этого рецепта необходимо нарезать кольцами огурец толщиной 0,5 мм. Вот таким вот образом я нарежу все огурцы. Закипели у меня помидоры с болгарским перцем и острым перцем и со специями. Теперь добавляем сюда огурцы. Огурцов в этом рецепте я использую, опять же напоминаю, в чистом виде ровно 2,5 килограмма. И опять отправляем эту кастрюлю на огонь. Доводим все это до кипения и варим 10-15 минут. Не забываем за 5 минут до выключения добавить измельченный чеснок. А перед самым выключением добавляем уксус. Уксуса для данного количества ингредиентов я использую 2 столовые ложки 70%. Если у вас 9%, то добавьте 125 мл 9% уксуса. Салат из огурцов на зиму у меня готов. Надеюсь, вы не забыли добавить сюда чеснок и уксус. И теперь начинаем заполнять наши банки до самого верха этим вкусным и ароматным салатом. Банки, естественно, я предварительно простерилизовал, так же, как и крышки, а посуду, которой я пользуюсь, я всегда обдаю кипятком, что и вам советую. И теперь, когда мы заполним наши банки до самого верха, мы их начинаем закрывать.
Теперь приступаем к закрытию самих банок. Не забывайте, после того, как вы их закроете, их необходимо перевернуть на крышки и оставить так до полного остывания. То есть укутывать эту консервацию не обязательно. Ну что ж, готовьте на здоровье, приятного всем аппетита, всем пока-пока.